Друзья, продолжаем работу над сумкой. С вами, как всегда, Ольга Старшая. На чем мы остановились? Мы разметили все места крепления, какие только нужны. Даже попришивали какие-то штучки, которые нам нужны будут в дальнейшем. Ну, а сегодня займемся ручками. Итак, ручки. Значит, опираться мы будем вот на это. Вот на это вот наше место. Так, длина 23,5, ширина у нас 3, да. Тогда для начала сделаем мы такой же прямоугольник. Так, ширина 3, 23,5 высота. Отлично. Так, квадровая сетка, жесткая кожа. Дальше нам нужно здесь сделать, растопырить offset pattern outline тоже на 2. И это у нас будет ручка. Давайте мы ее пришьем. Значит, пришьем мы ее пока вот так. Так. Что я? Я же могу просто NN. Окей. Так, позиционируем сверху. Супер. Значит так, снизу нам нужно будет ее пришить тоже к донышку и определиться, где у нас это самое место. Так, это у нас вот эта сторона, да? Тогда делаем следующее. Значит, X. Давайте так. Сплит. Во. Нам нужно разделить на 3 равные части. Окей. Так. Дальше. Эту точку нам нужно отодвинуть на 1,7. Эту точку нам нужно отодвинуть на 1,7. Дальше нужно отложить 3,4. И здесь сделать то же самое. 3,4. Так, тут мы разметили. Значит, эта штука у нас пришивается сюда. И пришиваться она должна следующим образом. Вот так. Да. Теперь Ctrl. Давайте сделаем этот instance pattern. Пока что. Так, это должно пришиваться сюда. Так. Это мы пришиваем сюда. Сюда. Так. Эти штучки должны быть 5 particle distance. Здесь у нас 180. Ну, здесь все окей. Давайте попробуем пришить, посмотреть. Так, окей. Все хорошо, кроме того, что слишком выпученная вот эта штука. Давайте я поставлю 0. Пока что все хорошо.
Теперь мы можем это продублировать. Ctrl-D. Давайте разместим. Так, Ctrl/. Да что мне с языком все время? Так, это спозиционировали, швы у нас есть. Отлично. Так, дальше. Вот это вот мы должны сделать. Ну, в принципе, кстати, нам больше симметрия ни для чего не нужна. Мы можем уже благополучно вот это все разъединять. Remove linked editing. Все, вот эту штуку мы убираем. А дальше мы будем как-то с этим работать. Вот здесь вот мы уже можем сделать дырку. Convert to hole. И сюда вшить мы можем уже замок. Так. А где у нас замок? Зиппер. Так, отлично. Так. Сейчас это отодвину. Оно мне сейчас будет мешать. Потом я это назад верну. Так, зиппер. Хорошо. Замок готов. Так, замочек сдвигаем. Единственное, что нам нужно настроить другой стиль. Мы его скопируем. Ну, копи. Так. Гипер Сэм. А это будет просто зиппер. Так. Назначаем сюда assign to pattern. И можем его уже отредактировать. Итак. Нам не нужен двойной замок. Что ты делаешь? Я хочу тебя чуть-чуть призакрыть. Отлично. Теперь стоперы. Стоперы удаляем. Нафиг стоперы. Супер. Друзья, замочек вшит. Единственное, что... давайте настроим швы. Так, я хочу, чтобы это было вот так. И да, все правильно. И еще. Давайте сделаем так. Так. Теперь здесь. Хочу, чтобы замок вшился со всех сторон. Так. И так. О! Отлично! Друзья мои, все легло просто великолепно. Так, еще раз подрихтуем этот Edge Properties 20. Потому что после того, как мы делали какие-то операции, у кого-то 20, у кого-то еще что-то, а мне такое не надо. Так, и у меня проблемка с этим, как он называется, Stripe. Давайте выберем какой-нибудь Stripe.
Так, это мы где вообще? А, это мы в большом. Ну ладно. А в маленьком? Допустим, recolor. Ничего не понятно, почему. Так, здесь настроился Stripe. А здесь... А почему у меня... Assign to zipper. О. Так. Ага, я не в том замке что-то сделала. Тут O-type. Тут одинарный. Дальше. В страйпе. Что-то тут у меня слишком веселенькое. Веселенький цвет. Надо его вернуть, но это тоже сильно что-то не то. О, да, такой пойдет. Так. Все, это настроили. С замками разобрались. Давайте продолжим делать ручку. Значит, как мы это будем делать? Давайте я возьму все эти ручки, куда-нибудь снесу пониже, потому что ручки у нас будут длинные. Значит, первым делом, что нужно сделать, это берем вот это offset pattern outline на 5 сантиметров. Окей, отложили. Дальше нам нужно вот эту штуку всю расширить до так Q6 и 4 в обе стороны. Окей. Дальше нам нужно отложить offset pattern outline, только перпендикуляр где-то на 22,5. Так, на 22,5 сантиметра. Окей. Дальше нам нужно сделать вот это кривой, дугой. Так, делаем так. Как-нибудь делаем create guideline straight. Так. Create guideline straight. Alt-C. Это вот так. И настраиваем кривые. Так. Так, это, ну, это должно прилипать сюда. Это должно прилипать сюда. Давайте сделаем какую-нибудь направляющую. Ну, или не направляющую, а add internal is line. Backward 1 где-то на 3 сантиметра, что ли. Ну, как-нибудь так. Это просто ориентир для... Вот сюда мы это запрем, вот эту вот точечку сюда, да. Здесь сделаем то же самое. Просто ориентир для направляющей. Дальше. Вот эту штуку мы куда-нибудь сюда припрем. А потом мы уже можем от этого как-то отталкиваться. Отлично. Так, направляющая как бы удалить надо. Супер. Так, это мы убираем.
Теперь мы можем... Допустим, на 1 сантиметр я могу это опустить. Так, ну как-то мы так вот чего-то такое намутили. Чего дальше там? Дальше нам нужно сделать следующее. Берем вот эту линию, вот эту линию. Делаем Add Internal Isoline 0,2. Это для шва декоративного. Ой, я забыла кое-что сделать. Add Internal Isoline. Убираем галочку Extended. Да. Теперь... Это же у нас это у нас смердженные точки или нет? Да, смердженные. Ладно, ничего страшного. В принципе, я могу сделать trim to nearest internal line. No. Убираем вот эту линию. Она нам не нужна. Trim to chosen line. О. Чё? Ай, trim to nearest internal line. Нет. Оно не туда пошло. Так, вот эта линия нам тоже не нужна, в принципе. А что я с этой стороны не сделала? То же самое. Так. Интересно. Ладно, если я просто ее опущу. Сильно у меня... Ну, типа, да, тут искажение какое-то получилось, но... Слушайте, это не настолько критично вообще. О, я могу, знаете, что сделать? Я могу вот эту линию также опустить. И тогда искажение и тут случится, и все будет окей. Все, теперь четенько. Поскольку это у нас... как его... Ой, забыла, как это называется. Поскольку это инстанс паттерн, то все изменения произошли со всеми этими штуками. Теперь нам нужно вот это. Нет, это мы потом сделаем. Давайте попробуем. Так. Add internal isoline. Здесь нам нужно на 0,5 сделать. И сколько поместится? Поместится 11. Окей. Угу. Супер. А зачем я... Нам нужно было сделать 200, наверное. Из этот... Fold angle. Не, наоборот. Нам нужно было сделать 160, кажется. Так, и возможно realistic fold. Не уверена, но и возможно на 2. И давайте посмотрим, что он нам сделает с таким изгибом. Да, гнется он туда, куда надо, но не шибко. Что я сделала? 150. Так. Уже что-то. Но все еще не то, что нужно. Ладно, с этим мы потом. Давайте попробуем сделать следующее. Я хочу сшить вот это и вот это.
И на всех этих штуках сделать то же самое. Только мне нужно будет на эти швы настроить. Значит, этот шов должен быть... ну тут тюрнет, тут все, да, тут все правильно. Ничего тут не изменится. И еще нам нужно будет сшить это вот с этим. Давайте попробуем. Что получится? Ну, вроде что-то получилось. Так, теперь, чтобы у нас... А это у нас какая кожа? Это у нас софт, да? А нам нужен хард. Это хард. Да, видите, как его растянуло, распучило. Теперь, вот эти вот, чтобы не было у нас зажеванностей вот этих вот, нам нужно еще пошивать и края. Но это должно быть не тюрнет, а именно флэт сим с нулевым углом. Кажется, так. Хотя, знаете что? Не получится у нас. Давайте для начала я уберу вот это. Пусть он сошьет именно вот эти штуки. И, ага. О! Все получилось. Тогда тут можно было не расшивать. Ну ладно. Так, теперь вот этот вот край весь. Мне он абсолютно не нравится. Теперь нам нужно вот это выгнуть в другую сторону. Сделать, например, 230. И Realistic Fold тоже. И, возможно, вообще Fold Rendering. О, видите? Теперь у нас тут надулось. И, возможно, 230 это мало. Или Realistic Fold мы уберем. Давайте сделаем побольше. 250, например. О, да, супер. Если мы вот с этого... Ой, вернись. Если мы вот с этого края сделали бы тюрнет, поверьте мне, тут было бы каша. Я уже проверяла. Поэтому сделайте флэт, поставьте на 0, и все будет нормально. Дальше убираем отсюда все нормали, вот эти вот все штуки. Вообще у всех швов мы поубираем потом все эти нормали. Они нам не нужны. Мы потом будем это настраивать по-другому. Ну, пока так. Так, что еще? Что еще? Да, вот что. Вот этот вот край двойной мне вообще не нравится. Во-первых, курватуру я хочу сделать 20. Во-вторых, есть у нас классная настройка. Хотя она, возможно, доступна только... Угу, да, она доступна у нас в Тюрнет. Да, давайте покажу, что будет с Тюрнет, если ничего не сделать. Так, ну здесь, кстати, ничего не происходит. У меня была беда в прошлый раз вообще с этим Тюрнедом. Просто кошмар какой-то. О, и здесь ничего не происходит. Супер! Ребята, все пофиксили, все починили. Мне нравится. Но, смотрите, что происходит. Видите ступеньку? Вот мне такое не нравится. Мне такие ступеньки не шли, не ехали. Поэтому есть такая штука, называется Oil Edge. Обычно это в кожаных изделиях, кстати, когда делают такой край специальный, когда, ну, в общем, прикольная штука. Единственное, что у нас из-за вот этого шва здесь беда. Ну, мы сейчас это все пофиксим. Шов у нас был временный, исключительно для того, чтобы
Исключительно для того, чтобы что? Чтобы смерджить вот эти вот места. Давайте-ка я сделаю так. И мердж. Так, отлично. Теперь у меня это цельная ручка. Так, теперь мне нужно вот это все. Merge overlapping points. И можно будет их удалить. Только у меня сейчас, по-моему, все опять зависло. Хотя не, нормально. Так, значит, теперь эти точки можем грохнуть. Так, это все придется заново настроить. Вернее, подождите-ка. Ну да. Из-за того, что я точки убрал, ну фиг с ним. Сейчас заново настроим, ничего страшного. Так, 250. Вот эти 150, по-моему. И, наверное, на десяточку поставлю. Так, опа. И Realistic Fold. А вот здесь Fold Rendering. Так, и швы. У нас по 2 шва. А нам так не надо. Мы сейчас все это уберем. Так. Надо было наоборот сделать. Вот это убираем. И швы мы просто удлиняем. До упора. И все. И вот у нас цельная ручка получилась. И времечко наше подходит сегодня к концу. И, наверное, на ручках мы сегодня и остановимся. Так. О, супер. Давайте посмотрим край. Так, мне что-то тут не нравится. Что-то тут не то. Ну-ка еще раз. Б. Так, Oil Edge. Oil Edge. А что за фигня такая? Turned эластик не надо. Это не надо. Oil Edge, да. О, видите? Он делает, короче, единый край для обоих вот этих штучек. А здесь что-то не то. Надо еще раз перещелкать. Так, еще раз Turned. Убираем нормали. Это все убираем. 0. Еще раз Oil Edge. Все, идеал. Просто бусечка. Давайте я уберу эти internal лайны и посмотрим. Супер! Единственное, у меня не пришита вот эта ручка. Да что ж такое, друзья мои? Ну ладно. Так, Б. Пришито это, не пришито это. Угу. А она должна быть. Так, N. 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 Здесь тоже. Давайте глянем. О, все. Красота неимоверная. Теперь эти настроить. Set Sublayer. Это сюда, это сюда.
Еще что бы я сделала бы? Я бы сделала бы бондинг этим ручкам. Так, 20. Угу. Какой-нибудь там страшный прям. Посильней. О! Отлично. Угу. Сейчас он повыпрямляется. Тут как-нибудь. Так, а что-то у меня в жесткой коже с этим... Что это у меня за кожа? Тут Trims Co Leather должна быть. Только один thickness. И, возможно, нам нужно ее тоже поднастроить. В плане physical properties, bending. Допустим. Stretch. Так, stretch. Нафиг нам stretch? Stretch нам не нужен. Это жесткая кожа, которая прям жесткая должна быть. Так. И у этих ручек, что тут у нас? Экстраколлизия 0. Здесь что с экстраколлизией? Давайте-ка 0 поставим. Может быть, лучше станет. Окей. Хорошо. В следующей серии сделаем закрывашку, которая ручки вместе смыкает. И если успеем, еще сделаем, может быть, шлейку эту, которая идет. Но я не уверена. Ну, а на сегодня все. Может быть, знаете, что успеем сделать? Какие-нибудь лейбочки. В общем, посмотрим. На сегодня с вами прощаюсь. Жду вас в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Переходите по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Буду рада вас видеть. Буду рада общаться с вами. Если будете скидывать свои предложения на тему того, что хотите видеть на моем канале, буду вообще безмерно счастлива. Все, всем была рада. Всем пока.